Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы поговорим о вещах, которые не стоит оставлять, держать на своей кухне. Не будете держать эти вещи, деньги всегда будут в вашем доме. Давайте с вами, друзья, более детально далее разбираться в этом видео. Вы знаете, кухня – это важное сакральное место в каждом доме. Не только потому, что это считается очагом и самым сердцем дома, где готовят пищу, а также собирается вся семья для того, чтобы обсудить все приятные, грустные события, где можно отпраздновать радостные события и совместно найти решение какой-либо проблемы в неприятной ситуации. Ведь когда это делать всей семьей, все получится значительно лучше, так как в таком случае будет не только энергетически физическая, но и энергетическая поддержка. Кухня, чтобы в кухне, чтобы было благополучие, изобилие, финансовая стабильность, нужно постоянно держать в чистоте. К ней нужно подходить со всей серьезностью, чтобы потом не жалеть о том, что в доме происходят какие-то проблемы, постоянные потери и ссоры между членами семьи. Кухня должна быть настолько ухожена и хороша, что хозяйка должна желать, чтобы ее увидели и на ней побывали как можно больше людей, а не переживать о том, что кто-то зайдет случайно и что-то увидит не то. Даже если мебель на кухне не новая, она обязательно должна быть чистая. Это касается и стен, и варочной поверхности, духовой поверхности, а также остальной техники. Ни в коем случае не должно быть пыли, жирных пятен, грязных потолков, углов, штор, занавесок, окон, так как все это будет притягивать в дом разрушительный негатив, а он очень быстро, практически моментально начнет воздействовать на особенную энергетику жилья, а без нее дом будет находиться без энергетической защиты, и каждый нечистосердечный человек, который принесет в него негатив, с легкостью распространит его по нему. На кухне большую часть своего времени обитает помощник вашего дома домовой, который, если будет находиться в чистом помещении, будет счастлив и доволен, а значит будет вам во всем помогать. Если же он будет видеть, что к дому относятся с таким неуважением, что хозяйка не желает тратить свое время для того, чтобы содержать свой дом в чистоте, а целенаправленно привлекает в него негативные энергии, он будет злиться. А когда это произойдет, то все, кто находится в таком доме, быстро это будут ощущать. В нем станет неприятно находиться, будет желание поскорее его покинуть, будут недомогания, депрессия, будут с каждым днем только усугубляться. Не получится высыпаться, начнут мучить кошмары, в ночное время будут слышны даже скрипы, шаги, дыхание и ощущение того, что возле вас на кровати кто-то сидит, и злость, которую при этом будет излучать домовой, не только будет вас пугать, но и разрушать ваше энергетическое поле, из-за чего вы будете притягивать негатив, которому сами позволили распространиться по дому. Он будет вплетаться в вашу энергетику и оказывать негативное влияние в течение дня на разные сферы вашей жизни, из-за чего все, за что вы будете браться, у вас закончится провалом. Испортятся отношения с окружающими и близкими людьми, с коллегами, руководителем, бизнес-партнерами. Если вы занимаетесь торговлей, то люди перестанут к вам приходить, так как начнут ощущать тот сильный негатив, что вы излучаете, и им будет очень некомфортно возле вас. Стол – это важный предмет в доме, сакральный. К нему с большим уважением относились еще с давних времен наши предки. Никогда не позволяли злым людям присесть за стол в своем доме, соблюдали все правила, которые были с ним связаны. Много таких учений передавалось и нам. Одно из сильных энергетических качеств стола – это то, что он способен открывать сильный энергетический поток, который способен подпитывать энергетику жилья и тем самым приумножать энергии, которые наполняют данный дом. В случае, когда кухня будет наполнена негативом, он будет приумножаться и с каждым днем все в большее и большее количество, пока не начнет распространяться по дому и оказывать влияние абсолютно на всех членов семьи, как на маленьких, так и на более старших. Больше всего это ощутит изначально тот член семьи, у кого самое слабое биополе будет на этот момент, поэтому и его жизнь может быть полностью разрушена.
Очень важно, чтобы на кухне все вещи, предметы были расставлены по своим местам, так как, проделывая это простое действие, вы этим самым не будете притягивать ненужные энергии в ваш дом. Поэтому не ленитесь тратить на это время, ведь лучше немного больше задержаться на кухне для того, чтобы навести на ней порядок, чем тратить его затем на то, чтобы очищать жилье от негатива, который в него уже начал поступать, или в худших случаях уже когда он тесно переплетется с энергетикой вашего жилья. Нужно придерживаться и того, что никогда нельзя оставлять на кухне, чтобы не привлечь в свой дом беды, несчастья, неудачи, недопонимания и неприятности, которые касаются абсолютно каждого из членов семьи и каждой из сферы действия. Нож – это сильный энергетический предмет, с которым нужно придерживаться определенных правил, так как сделан он из железа и способен притянуть к себе различного рода энергии, а из-за того, что у него острый кончик, он способен их передавать как для защиты от зла, так и для приумножения негатива, который данный нож способен впитать, если такой есть вокруг него. Ножом разрезать хлеб должен только глава семьи, чтобы в доме всегда было благополучие. Если такое действие будет делать чужой человек или же гость, значит из дома уйдет достаток. Нож способен запоминать энергии людей, которые с ним соприкасаются, поэтому не стоит давать кухонные ножи тому, с кем вы живете под одной крышей, и не стоит никогда их одалживать. В доме не должно быть ржавых, поломанных, зазубренными ножей, так как это будет привлекать в дом денежные проблемы. Если во время приготовления еды сломается нож, это укажет на то, что данную семью будут ожидать какие-то непредвиденные ситуации. Если этот нож был таким, что вы используете его часто, значит обстоятельства будут нехорошими. А если тот, который в меньшей степени, то это укажет на то, что вам будет дан шанс исправить все то, что сейчас тревожит вас или беспокоит. Если новый нож быстро поржавеет, это укажет на то, что кому-то из членов семьи грозит смертельная опасность, и нужно поберечься на протяжении месяца. Такой нож нужно сразу же вынести из дома и выбросить в контейнер острием вниз. Нож всегда нужно размещать после того, как вы его использовали в специально отведенное место. Вы будете оставлять на кухонной мебели. Таким образом, вы привлечете в дом череду неудач. Оставите на столе, разозлите домового. Он может во время того, как будет ночью убирать негатив, об него просто-навсего порезаться, из-за чего и разозлиться. Если на ночь оставите на столе нож на ребре, это разрушит энергетику вашего жилья, разрезав ее на мелкие части, в которые быстро притянется негатив, и вернуть ее в первоначальный вид не получится. Если вы оставите на столе грязный нож, независимо от времени суток, вы притянете в дом сплетни, ссоры. Оставленный в раковине нож приведет к семейным проблемам. Если он будет грязным, вода приумножит тот негатив, который он к себе притянет. Тот, кто будет его мыть, примет весь этот негатив в свою жизнь, из-за чего данного человека будут преследовать постоянные проблемы. Нельзя держать на кухне пустые сковородки, так как это приведет к проблемам с деньгами. Как только деньги будут появляться, сразу будет что-то происходить, из-за чего они то и дело, что будут уходить из дома. Чтобы такого не происходило, нужно в сковородку после того, как вы ее использовали, помыли, размещать палочку корицы, тогда счастье будет приходить в ваш дом, а вместе с ним и различного рода приятные события. Не стоит держать также и пустые банки, бутылки, так как все это приведет не только к таким же проблемам, но и к тому, что у главы семейства начнут возникать плохие привычки и неприязнь к собственной семье, из-за чего могут появиться симпатии на стороне. Семья может даже разрушиться. Вся пустая посуда, независимо что это, должна быть закрыта крышкой. Если таковой нет или она не предусматривается, размещайте в такой емкости лавровый лист, палочку гвоздики и при этом проговаривайте такие слова: «Ничего плохого в семью мою не придет, беды и несчастья в нее не принесет, будут деньги привлекаться, а жилье только положительными энергиями наделяться». Так не только проблемы к вам не привлекутся, но и хорошие энергии будут окружать и сопровождать вас и всех тех, с кем вы живете под одной крышей.
Нельзя оставлять грязную посуду, так как это серьезные проблемы в доме. Потеря связи между членами семьи, грязь, пыль – все это способно притягивать негатив, а посуда, которая его впитает во время еды, все это будет передавать тем, кто из нее ест, что сделает биополе людей ослабленным и подвластным чужому влиянию со стороны. Если в дом придет недоброжелатель, завистник, то такая посуда примет в себя все то, что он будет излучать, а затем все это вернет тому, кто будет из нее есть. Такой человек заболеет или же у него возникнут хронические заболевания, что повлияет на уровень его жизни, у него не будет желания браться за какие-то новые дела. Если же с такой тарелки поест ребенок, то он станет ленивым, ворчливым, проблемным, а также попадет в какую-то неприятную компанию. Если оставить грязную посуду на ночь, это способно будет притянуть в дом злые сущности, а домовой помогать и оберегать жилье не будет, так как если вы не стремитесь сохранить его в чистоте и в порядке, он от этого тоже откажется. Если оставите такую посуду на столе, то в доме возникнет дискомфорт. Произойдет сильный скандал, который испортит отношения, которые вы долго строили или стремились сохранить, просто-навсего распадутся. Не оставляйте на кухне тряпку, которой моете полы, а также атрибуты для уборки, им там не место. Такие вещи способны подбирать негатив, а оказавшись на кухне, они могут мешать передвижению энергии по вашему дому, что приведет к тому, что возникнет энергетический застой. Светлым энергиям будет невозможно свободно передвигаться по нему. У членов семьи из-за этого могут возникать приступы панической атаки, преследовать ночные кошмары, отсутствовать жизненные силы, так как они не смогут их восстанавливать, попадая в дом, и не смогут подпитывать свое энергетическое поле от сильной энергетики жилья. Из-за этого оно будет некрепким. Со столовыми приборами нужно также обращаться осторожно и придерживаться правил, ведь они имеют острые зубцы и сделаны из железа, а значит могут притягивать и впитывать различного рода энергии. Поэтому нужно стараться, чтобы эти энергии были светлыми и положительными, а во время еды передавались тому, кто с ними соприкасается, делая жизнь таких людей только лучше и успешнее. Поэтому не оставляйте ножи вместе с вилками и ложками, так как такое действие приведет к запутанным ситуациям в семье. Ко лжи между родными, это привлечет в дом очень большие проблемы. Поэтому не ленитесь и раскладывайте все приборы по отдельности, чтобы не пришлось тратить свое время на то, чтобы с ними справляться. Также такое действие способно помешать денежной энергии поступать в дом в нужном количестве, из-за чего семье придется себе во всем отказывать. Не получится покупать желаемые вещи, продукты, утварь. Люди будут расстраиваться и притягивать к себе нехорошие энергии, а вместе с ними депрессию, которая будет мешать им спокойно жить, покорять поставленные цели и идти только вперед. Никогда не ешьте с ножа, чтобы не притягивать в свою жизнь злых людей, а вместе с ними и зло, которое они с собой принесут. Не дуйте на ложку, в которой ничего нет, иначе ваша жизнь будет такой же пустой. Если будете царапать вилкой тарелку, то безденежье придет в вашу жизнь. Избавиться от него не получится. Не стоит оставлять на столе столовые приборы, иначе привлечете в свой дом соседские проблемы, а им взамен отдадите светлые энергии своего дома. Если вы оставите столовые приборы вместе с посудой на столе на ночь, то притянете в дом странствующие души, которые не могут найти покой, а вместе с ними и множество проблем, при этом как в жизни, так и со здоровьем. Не оставляйте на кухне ничего из одежды, так как эти вещи способны притягивать различные энергии и впитывать ваши. Поэтому, если где-то вещь подберет ненужные энергии, когда вы оставите ее на кухне, то негатив при помощи энергетики кухни быстро приумножится, распространится, а неприятные события и новости будут ожидать тех, кто наденет такие вещи. А в дом придут финансовые трудности и уйдет любовь. Придя домой, не ленитесь и сразу разлаживайте все вещи по своим местам. Такая привычка от многого вас и убережет, и обезопасит.
Не оставляйте на кухне битую, испорченную посуду, так как она способна привлечь в ваш дом не только разрушительный негатив, но и будет нарушать ваше энергетическое поле, отталкивать из дома благополучия. В таком доме будет ощущаться пустота, отсутствие комфорта, энергия счастья и красоты не будут его посещать. Для того, чтобы дом был полной чашей изобилия, в нем должна быть целая, красивая, новая посуда, на которой нет никаких повреждений. Она также, притягивая светлые энергии, будет оказывать влияние на семью, живущую в таком доме. Отношения между ними будут положительными, добрыми и любящими. Новая посуда способна притягивать в дом и радостные, и разнообразные события. Поэтому, если хотите, чтобы у вас изменилась жизнь в лучшую сторону, стоит заменить на растущую луну в доме посуду. Как только вы это сделаете, вы удивитесь, как быстро все начнет меняться и радовать вас. Для того, чтобы ваш дом наполняли только хорошая энергия, вместе с ними прекрасные события, семья жила в достатке, в любви, нужно содержать свою кухню всегда в порядке. Не приносите на нее то, чего там не место. Размещайте все по своим местам и, конечно же, украшайте ее различными статуэтками, оберегами, цветами, вазонами, картинами. В таком случае вы будете чувствовать себя на ней комфортно. Вы сможете быть уверены в том, что никогда не будете ни в чем нуждаться, что проблемы будут обходить стороной, а взаимопонимание и уважение в семье только будет приумножаться, а все члены семьи будут иметь крепкое биополе, здоровье и привлекать в жизнь желаемое. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментариях напишите слово «благодарю». Ну, а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне, друзья, понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.